Приветствую вас в мастерской фабрики Ротека. Сегодня я вам покажу, как из нашей интерьерной ленты сделать вот такой светильник. Мы будем использовать для плетения этого светильника интерьерную ленту. Здесь использована интерьерная лента 16 мм бело-лазурная, но мы сегодня будем использовать интерьерную ленту 16 мм бело-бордовую. Дальше нам понадобится вот такая подставка для абажура с патроном. Сам каркас абажура – это прямоугольник, он есть у нас на сайте, все ссылки мы выложим снизу. Белые перчатки, бокорезы, паяльник, мы будем соединять им ленту. И я буду использовать вот такие хомуты, но в принципе можно использовать прищепки, либо веревку. Они мне нужны будут для того, чтобы вначале ленту закрепить на каркасе, чтобы она у меня не убегала. Дальше в процессе мы ее спаяем. Для плетения прямоугольного каркаса нам понадобится интерьерная лента. Мы берем цвет белый бордовый. Когда я плела этот каркас, я посчитала, что у меня на одну сторону уходит 4 метра. И здесь стоит выбор. Мы можем взять сразу 16 метров на плетение всего каркаса, но тогда нам придется очень длинный отрезок. Все время в самом начале будет сложно его протаскивать. Но мы сделаем с вами по две стороны. Я беру два отрезка по 8 метров. Срезаю изначально на косую. И закрепляю на одной стороне, я закрепляю хомутом. Отрезочек оставляю чуть побольше, для того, чтобы мы берем два отреза, и нам нужно будет где-то спаивать, для того, чтобы нам потом сориентироваться, где его лучше спаять, чтобы не было видно нашу спайку. У этой ленты есть лицо и изнанка. Лицо более ярко выражен рисунок. На изнанке есть рисунок, но он менее ярко выражен. Мы берем лицо и заворачиваем, так как я закрепила здесь снаружи, значит закрепляем, заворачиваем во внутреннюю часть. И протаскиваем насквозь. У меня здесь на две стороны 8 метров. Смотрите, вот эти закрученности я делаю просто методом закручивания ленты. Стараюсь сделать так, чтобы у меня вот сюда, на следующий борт, вышла она лицом. Оборачиваю вокруг каркаса. И во внутренней части делаю то же самое. Стараюсь закручивать их все в одну сторону. На одной вот такой стороне ленты 16 миллиметров у меня получается порядком 8 двойных витков. Вот, опять перекручиваю, так, чтобы она опять у меня была лицом. И ложу рядышком следующую. Опять перекручиваю. Опять ложу лицо. У меня за счет того, что я все время ложу лицом, вот сейчас я вижу, что верхняя лента 3 раза перекручена, а нижняя 2 раза. Здесь сколько будет раз закручено, даже когда 1 раз перекручено, выглядит очень красиво и объемно. И так продолжаю до тех пор, пока не кончится лента. Подошла я к углу, у меня немножко еще кусочек остался, но я его отрежу, потому что я хочу спрятать спайки вот здесь внизу в углу. Я беру интерьерную ленту, беру следующий отрезок, который я уже заранее приготовила. И спаиваю его чуть выше вот этой стоечки, для того, чтобы он у меня лег вот здесь внутри.
Сейчас я спаяю. Спаиваю обычным паяльником. Угу. Вот кусок, который у меня остался. Я его подрезаю, чтобы он был на уровне с нашим каркасом. Прикладываю с внутренней стороны. Паяльник у меня уже разогрелся. Я использую паяльник с терморегуляцией. Здесь у меня сейчас выставлено 30. И делаю несколько точек. Точки у меня некоторые сквозные будут для того, чтобы... Ну, вот одна у меня получилась сквозная, для того, чтобы хорошо держалась. Все, лента спаялась. Теперь я опять прокручиваю и ложу лицом. И вот эти спаечки, которые у нас есть, они у меня прикроются следующим ходом. Вот так, видите? Вот их не видно. Вот я подошла к концу. У меня получился длинный конец. Мы можем здесь сверху запаять. Но так как у нас предыдущая припаечка была снизу, мы также ее сделаем. Вот она получается наискосок у нас будет. Нам нужно обрезать хомут. Обрезать ленту, как нам нужно для спайки. Закручиваем. И здесь паять будем с внутренней стороны. Мы сделаем такую накладочку. Не будем пока обрезать, для того, чтобы держать натяжку. Паяльник. Раз. Два. И 3. Стараемся паять так, чтобы нам не испоганить ленту, которая у нас есть. И здесь делаем пару припаечек, для того, чтобы у нас вот эта лента вот здесь припаялась и не торчала. Срежем лишнее. Последний штрих, чтобы этот каркас оплетенный стал абажуром. Вот здесь есть пластиковая шайба. Мы ее откручиваем. Одеваем в специальное отверстие. Оно уже сделано специально под патроны. И закручиваем. Сейчас покажу волшебство. Та-дам!